Всем привет! Сегодня мы научимся делать вот такой реалистичный гранат. Мы будем использовать для этого смешанные техники. Итак, поехали! В работе мы будем использовать иранский фоамиран. Можно воспользоваться и китайским, но чтобы он был достаточно тонким. Здесь 0,8 мм. Далее белый зефирный фоамиран. Иранский фоамиран выбирайте светлых тонов, для того, чтобы его было удобно окрашивать. Далее нам понадобится масляная пастель Мунгё, которую мы используем постоянно. Номер 204, темный желтый. Номер 242, светлый желто-зеленый. 237, коричневый. И 209, ярко-красный, больше даже розовый цвет. Также нам понадобится лак для ногтей прозрачный и лак для ногтей гранатового цвета. Обратите внимание, чтобы его консистенция была не очень густой, чтобы лак был полупрозрачный, вот как у меня. Нам понадобится довольно много клеевых стержней, запаситесь, на один гранат примерно 1-2 нам точно понадобится. Далее вот такие небольшие пенопластовые шарики. Их можно купить в любом творческом магазине. Фольга пищевая, кружечка с водой, небольшой кусочек рыболовной лески, ножницы, клеевой пистолет, утюг и небольшой кусочек проволоки. Поехали! Мы начнем с создания формы нашего граната. Я беру пищевую фольгу, отрываю небольшой кусочек, можно даже сразу 2 взять. И начинаю сворачивать концы внутрь, тем самым создавая, так подкручивая, тем самым создавая небольшую емкость или тарелочку. Вот таким образом. Далее закручиваю еще, то есть мы с вами формируем, грубо говоря, небольшую тарелочку. Формируем аккуратно, стараемся сделать как можно тоньше края, потому что это только первый слой. Формируем, и у нас получается что-то напоминающее половинку граната. Вот так. Здесь уже у нас края довольно плотные, поэтому я их еще прищеплю, чтобы они были не слишком толстыми. И теперь нужно заполнить серединку. Точно так же берем небольшие кусочки фольги и стараемся заполнить внутреннюю часть. Тем самым не переставая формировать нашу основу. Я еще добавлю. И здесь уже буду выходить на края, то есть перекрывая серединку. Можете подключить уже клеевой пистолет, потому что все это нужно будет зафиксировать. Берем фольгу до тех пор, пока результат нам не будет нравиться. Мне пока еще понадобится фольга. Я еще добавлю. И внутреннее пространство меня тоже еще не устраивает. Я хочу сделать его не таким глубоким. Пока, работая с фольгой, можете не сильно зажимать, но тем самым формируя. Вот я надеваю на кулак, чтобы было видно, что это емкость, чтобы она не становилась плоской. Немножко еще заполню. И теперь по краям последним слоем добавлю еще фольги. Старайтесь делать так, чтобы ваши края не были слишком толстыми. Двигаемся по всей поверхности, стараемся заполнить внутреннюю часть и прищипываем края. После того, как результат внутри вас уже устраивает, мы можем перевернуть и подклеить все края, которые у нас остались свободными. Далее
Для того, чтобы перекрыть фольгу, нам понадобится белый зефирный фоамиран. Ну, здесь точно нужен белый. С этой стороны можно взять любой, какой у вас есть, светлых тонов. Ну, у меня есть белый. Прикладываем основу. Обязательно проверяем, чтобы со всех сторон у нас был запас. Вырезаем квадрат. Вот я сделала с хорошим запасом. 2 квадратика. Один нам понадобится делать внешнюю часть, для того, чтобы никакие шероховатости не переносились уже на финальную часть, на финальный фоамиран. И внутреннюю часть, чтобы просто перекрыть фольгу. Поехали! Первое, что мы перекроем, это верхнюю часть, то есть это уже будет кожица. Просто прикладывая белый фоамиран к утюгу, хорошенечко его разглаживаем, он начинает пузыриться, и аккуратно, растягивая, полностью прикладываем на нашу заготовку, так, чтобы у нас остались еще вот такие припуски. Вот таким образом перекрываем, и уже следующий слой будет на более ровной поверхности. Сейчас берем клей и начинаем все это аккуратно подклеивать. Наносим капельку клея. Так. И начинаем подтягивать фоамиран. Под действием горячего клея он еще сильнее начинает растягиваться. Здесь зафиксировали. Теперь наносим клей на серединку, для того, чтобы зафиксировать фоамиран здесь. Тут буквально чуть-чуть, только для того, чтобы понять, где он должен находиться. Далее будем снова подтягивать вот таким образом и подклеивать внутрь. Старайтесь подклеивать во внутреннюю часть, чтобы там потом уже на финальном этапе ничего нигде не торчало. Поехали по кругу. Если у вас появились вот такие пузыри, можно просто их срезать. Здесь у нас сверху еще будет белый фоамиран. И для того, чтобы не было слишком плотно и потом уже каких-то некрасивых поверхностей, мы просто все это можем срезать аккуратно. Так, теперь очередь внутренней части. Делаем все то же самое. Прикладываем фоамиран на утюг. Далее сюда. И по краю также подклеиваем. Оставляйте небольшой запас, чтобы примерно сантиметр сверху у вас было, на всякий случай. Поехали. Нагреваем утюг, прикладываем фоамиран. Он начинает пузыриться. Так, и теперь, растягивая, заполняем пространство внутри. Вот таким образом.
пользуемся. Делайте очень глубокую чашечку. В целом так будет достаточно. Я немного приоткрою и нанесу клей на внутреннюю часть, чтобы у меня здесь все схватилось. Так, аккуратно. Смотрите, чтобы фоамиран не порвался. Пальчиками тихонечко проходимся по поверхности фоамирана. Клей горячий, тоже будьте аккуратны, не обожгитесь. Все, внутри все приклеилось, замечательно. Теперь работаем с внешней частью. Можно отрезать лишнее вот так по краю и подклеить с этой стороны. Это делать вы уже умеете. У нас финальный слой крышечки, то есть внешней части нашего граната. Точно так же раскладываем, делаем прям хороший запас и вырезаем небольшой прямоугольничек. Обязательно возьмите хорошо с запасом, чтобы потом не переделывать снова. Учитывая тот факт, что это не зефирный фоамиран, он не так сильно растягивается. Это у меня иранский, говорю, можно попробовать и тонкий китайский. Но он не так сильно растягивается, но для поверхности, для верхней части нам как раз нужен потолще фоамиран. Поэтому хорошенько его прогреваем, можно с двух сторон, и прикладываем точно так же. Поехали! Он начинает уменьшаться в размерах, потому что он очень тонкий. Будьте максимально аккуратны и прикладывайте так, чтобы обязательно был нахлёст с двух сторон. Очень быстро нужно его растягивать со всех сторон, чтобы потом у вас не было нигде нехватки фоамирана. Я попросила, да, сделать побольше. Вот, в итоге какой большой квадрат был, у меня совсем чуть-чуть запаса осталось. Вот так. Именно на этом этапе нам нужно определить, где у нас будет вот эта верхняя часть, немножко такой носик для нашего граната. У меня здесь самое большое количество фоамирана, поэтому я попробую сформировать здесь. Просто зажимаем пальчиками, да, и начинаем формировать вот такое горлышко. Оно немного квадратное, так как мы работаем с фольгой, все подвижно, все получается, здесь особо никакой сложности нет. Начинаем склеивать снизу, то есть вот так по кругу, а здесь остановимся, и это будет отдельный у нас момент, чтобы сделать вот такую коронку. Поехали. Я здесь немного уберу лишнего, чтобы не мешало в работе, буквально чуть-чуть, потому что может не хватить в любой момент. Будьте аккуратны. И начинаем подклеивать. Я начну с той стороны, где у меня меньше всего. Подтягиваем фоамиран, потому что он все равно тонкий, он тянется. И можно оставить даже немного вот так вот сверху. То есть как будто вы разрезали гранат, или он у вас упал и на две части раскололся. И вот у него часть кожицы еще здесь осталась. Поехали. Так будет намного реалистичней. Наносим клей аккуратно на краешек. Размазываем таким образом, чтобы сюда ничего не попало. И подтягиваем по кругу. Обратите внимание, здесь тоже нужно смотреть, чтобы у нас не было никаких заломов, чтобы фоамиран ложился максимально ровненько. Тут сложная задача ювелирная, поэтому как только наносите клей, сразу подтягивайте все полосочки, все неровности, потому что фоамиран под действием горячего пистолета тоже начинает тянуться. Угу. Вот так. Буквально идем по миллиметрику, движемся и подклеиваем. Чуть-чуть.
Вот мы и дошли до самой коронки. Можно здесь тоже сразу обозначить ее размеры. То есть помните, как мы зажимали? То есть вот эта часть уже будет коронка. Я отрезаю примерно лишнее. И с этой стороны тоже. Здесь у меня будет коронка. И здесь мы по краю можем все срезать. Оставляя буквально 2-3 миллиметра. Где-то можно вообще вплотную вот так приклеить. Ну, тут уже на ваше усмотрение. Где-то можно оставить, где-то приклеить. Вот я чуть-чуть оставлю, остальное там доклею. Там, где основные кудряшки, я их называю, да, можно оставить. Там, где все ровненько, можно подклеить. Так. Все. Вот так у нас получается. То есть мы эту кожицу можем вот так выгнуть. Где-то можно подклеить. Вот здесь вот, например, я хочу перекрыть внизу. Вот так. Кожицу. Где-то пусть она будет отогнута. Это нормально. Тогда у нас получится очень все реалистично. Здесь я тоже подклею. Лишний клей убираем. Здесь у меня будет отогнуто. Здесь подклею, ну, практически через раз. Один раз подклеиваем, да, один раз отгибаем. Тем самым создаем неровную поверхность настоящего граната. Здесь я тоже убираю лишнее. Полностью отрезаем. И здесь тоже можно все подклеить. На ваше усмотрение, как вам больше нравится. Можете подклеивать, можете немножко оставлять. Вот эту кожицу я оставлю. Все остальное у меня подклеено. Итак, как мы поступаем с коронкой? Ну, во-первых, тоже срезаем лишнее, чтобы она не была слишком высокой. Средняя высота 2-3 сантиметра. Тут вот тоже у меня лишнее, сейчас уберу. Она должна быть ровненькая, то есть под 90 градусов. Вот так. Здесь я еще подклею внутри сейчас, потому что не было возможности тогда подклеить. Теперь я уже знаю, какого она будет размера. И начинаю аккуратно, точно так же подклеивать, выводя эту часть вверх. Да, и здесь делаю такую небольшую шейку для будущей коронки. То есть как бы немножечко подсобрать все нужно. Аккуратно. Стараемся, чтобы было все ровненько. Так, вот короночку. Здесь коронка должна быть очень близко подклеена кожица. Вот так. И здесь она тоже должна быть максимально ровно, ну, чуть-чуть на сборочке. Вот так должно получиться, как у настоящего граната. Вот так я даже сделаю. Вот у меня кусочек даже немножко загибается. Сейчас подклею. Здесь у меня как раз фоамиран от клея отошел, порвался. Я закрою его коронкой. Вы можете экспериментировать, пробовать и делать. Ничего страшного в этом нет. Так, здесь тоже немножечко подкруглю. Такая вот у меня коронка. На этой стороне граната оказалась, а не на отрезанной или упавшей. Вот так. Здесь, конечно, все нужно выровнять. Ну, то есть у меня кривой уголочек. Сейчас я его выправлю, он будет ровненьким. Угу. Здесь тоже поверхность должна быть ровной, чтобы получилась ровная короночка. Так. И сейчас будем вырезать коронку. У настоящего граната очень ровная получается короночка. Поэтому мы берем от прямого угла. Здесь вот у нас, да, прямой угол. Мы берем, делаем угол 45 градусов до основания. Аккуратно прорезаем. И здесь то же самое, формирую коронку. Очень аккуратно, чтобы получилось ровненько и красиво. Так, раз зубчик есть. Следующий зубчик делаем точно так же. Аккуратненько.
под 40 градусов. Здесь я поправлю. Угу. Здесь то же самое, под 40 градусов. Здесь у меня немножко клея, поэтому тяжело идут ножницы. Все это закрасим, видно не будет. Так, и сюда. Поехали, то же самое. 40 градусов. Здесь. Здесь. Под основание. Так. Я думаю, вам тут все это видно. Как происходит формирование короночек. Ну и с этой стороны то же самое доводим до конца. И последнюю здесь тоже можно будет срезать на уголочек. Вот так. Вот такая короночка у нас получилась. Все очень хорошо и красиво. Нам надо обработать вот эти вот наши части, чтобы фоамиран немножечко затвердел и было видно, что это корочка такая от нашего граната, что она немножко задубела, чтобы он был не таким мягким, а плотненьким. Нагреваем утюг, прикладываем, немножко вот так отворачиваем. То есть нагреваем фоамиран, он сам уже становится меньше, грубеет. Так, просто прокатываем, немножко можно вот так ручками помочь отвернуть. Сами почувствуете, насколько изменился фоамиран, насколько его свойства изменились. Да, он стал плотненьким, тверденьким, и у него уже вид обработанный. Все края я прикладываю на утюжок, чтобы было видно, что это законченный вид фоамирана уже, что он уже форму свою не изменит и не такой мягкий, как был изначально. То же самое можно немножечко подогреть коронку, чтобы она тоже стала потверже и держала хорошо форму. Приложили, далее вытягиваем, потому что под горячим утюгом они начинают сжиматься. Вытягиваем, и все, они теперь стали намного плотнее, наши зубчики, и хорошо держат форму. Вот такая красота у нас уже с вами получается. У нас оставались вот такие кусочки от фоамирана, их ни в коем случае не выкидываем, они нам понадобятся. Складываем небольшой кусочек фоамирана, уплотняя его и делая вот такую бороздочку, чтобы она была такая, создавала нам объем. Поэтому размеров точных не даю, 5-6 сантиметров в длину. Ну, то есть смотрите, чтобы у вас вот серединка, сердцевинная вот эта прожилка беленькая, она уже была от начала до конца, плюс-минус. Это черновой вариант, поэтому не волнуйтесь, берите любые остаточки, которые у вас только есть. Тем самым мы заполняем пространство и обозначаем центровую прожилку. То есть вокруг нее мы уже будем выкладывать семечки. А это самое интересное. Так, все обозначили. Угу. И сейчас будем создавать эти самые классные семечки. Все, центровая прожилка есть, мы ее все равно перекроем. Она нам нужна только для вида. Приступим к созданию. Нам понадобятся вот такие пенопластовые шарики, проволока и клеевой пистолет. Пенопластовые шарики будут создавать имитацию внутренней части, ну такой, то есть косточки от граната, которая просвечивает под красными ягодками. То есть вот здесь вот их уже тоже видно хорошо, чтобы не было однородно у нас, чтобы не было одинаково. Насаживаем пенопластовый шарик на проволочку, хорошо, чтобы он не слетел. Далее нам нужно будет работать с клеем. Берем клеевой пистолет, обволакиваем шарик, ну, примерно вот так, не очень сильно. Берем кружечку холодной воды, обмакиваем несколько секунд. Как только клей уже не прилипает к пальцу, видите, у меня прилип почти,
можно с ним работать. Он в подвижном состоянии, но уже не прилипает. Формируем ягодку нашего граната, то есть вот такой треугольничек. Обязательно не забудьте сверху надавить, вот так, с задней части, и делаем острый носик. То есть у нас получается вот такая ягодка. Далее мы ее покрасим, и она будет очень сильно напоминать настоящую. Попробуем снова. Берем проволочку. Шарики нужны для имитации внутренней части косточки ягодки граната. Надеваем. Далее берем клеевой пистолет, обволакиваем сверху полностью шарик, опускаем в холодную воду в течение нескольких секунд. Как только клей перестает прилипать к пальцам, но уже остывает, начинаем как из пластилина формировать наши ягодки. Делаем треугольничек, то есть вот вытянутый носик, здесь уголок и сверху тоже. То есть вот такая ягодка у нас получается. Маленькая гранатинка. Я сформировала около 70 гранатинок. Примерно столько нам понадобится на заполнение половинки граната. Но форма всегда получается разная, то есть основа, так что плюс-минус можно будет потом добавить. Итак, начинаем формировать. Берем нашу гранатинку, клеевой пистолет и просто приклеиваем в хаотичном порядке. То есть я вот так начала от серединной прожилки, наносим и формируем. Пусть носики смотрят в разные стороны, в одну сторону. Здесь уже абсолютно хаотично. Просто начинаем приклеивать. Как вам больше нравится, в какую сторону там должен смотреть кусочек граната, все зависит от вас. Прикладываем и подклеиваем. Я начну сверху. Вот таким образом. Хорошенечко приклеивайте. Наносите немного клея, чтобы наша основная гранатинка не деформировалась от горячего клея. Все, и заполняем все пространство. Давайте еще парочку наклею, покажу. Так. Ну, пусть вот так вот, например, смотрит уже в эту сторону. Полностью перекрываем всю поверхность здесь и здесь. Когда вы подклеиваете все эти зубчики нашего граната, можете оставлять в разных частях граната небольшие вот такие проемы. То есть сюда мы будем подклеивать белый фоамиран. Это будет пленочка от прожилок. Ну, то есть тут тоже в разных местах можете оставлять небольшие вот такие пробелы, куда мы подклеим белый фоамиран. Крайне важное замечание. Девочки, убирайте паутинки. Вот, может быть, вам видно? Паутинки сразу, потому что они по-любому будут образовываться. Убирайте, когда мы их окрасим, паутинки будут видны, и это испортит нам работу. Поэтому хорошенечко просмотрите вот и убирайте все эти паутинки клея. Прям проходимся и все зачищаем. Берем все наши кусочки, остатки, подрезаем. Ну, то есть, например, нужной нам длины. Какая у нас будет центровая прожилка. Ну, допустим, вот так. Я беру этот кусочек, прикладываю его к утюгу, хорошенечко расправляю на утюге. Как только фоамиран подогрелся, начинаю хорошенько растягивать. И фоамиран стал полупрозрачным, практически прозрачным. Далее берем этот кусочек, примеряем. Ну, примерно вот так будет. Сюда я сделаю. И теперь начинаем просто отрывать кусочки небольшие вот так, создавая эффект прожилки. Вы видели, наверное, у граната вот такие вот прожилочки. Оттираем. Можно прям на разном расстоянии, чтобы она была неровная. Эта полосочка пусть будет
Здесь побольше, там поменьше. Вот у меня даже ответвление тут одно есть. Это тоже не выкидываем. Все эти мелкие нам понадобятся. Тоже на прожилке. Прикладываем. Вот так старайтесь перекрывать неровности, какие у вас есть. Так. И с помощью клеевого пистолета просто подклеиваем. Не забывайте, когда нанесете клей, нужно протыкать хорошенько. Вот так, чтобы было везде-везде между нашими ягодками эта прожилка. Но сначала нам нужно будет все окрасить, чтобы потом прожилка не замаралась. Итак, берем лак, вот такого цвета у меня. Берем жидкость для снятия лака. Наливаем ее в какую-то емкость большую. Далее, вот видите, у меня тут жидкость для снятия лака или ацетон. Так как у меня клей немножко густоват, я его буду разбавлять. Итак, набираем полную кисть лака, немножечко полоскаем и все начинаем окрашивать, чтобы получился вот такой полупрозрачный эффект. Заходим во все дырочки, все хорошенько прокрашиваем. Если видите, что слишком прозрачно, аккуратненько, то можете снова набрать лака. Если видите, что слишком густо, воспользуйтесь ацетоном. И начинаем аккуратненько все везде залазить, везде прокрашивать полностью все наши зубчики. Ну, или треугольнички, как вам больше нравится. Обязательно наливаем лак везде, во все прожилки, во все дырочки. Все хорошенько прокрашиваем. Так. Аккуратно. Ну, в принципе, лак он хорошо затекает, поэтому нужно тщательно просто проработать. На крайних будьте аккуратны, прокрашивайте и старайтесь не замарать белую часть. Можно, конечно, чуть-чуть, ничего в этом страшного нет. Сок граната может и протекать, но старайтесь особо не марать. Все, начинаем окрашивать. Видите, как наши ягодки сразу приобретают свой цвет и сразу становятся натуральными.
Давайте окрасим внешнюю сторону нашего граната и дальше перейдем уже к заполнению прожилками. Что нам нужно? Красную пастель, ярко-желтую и коричневую. То есть у нас 237, 204 и 209 номер. Прежде всего я наношу вот такие полосочки масляной пастелью, заполняя практически все это пространство. Окрашиваем хорошенько. Далее можно нанести коричневую куда-нибудь в уголочек. Мы все это перемешаем. И к самому основанию я хочу добавить довольно много желтого, чтобы все это перемешалось. Далее я уже нанесла красный, сейчас еще чуть-чуть добавлю на губку. И начинаю все это перемешивать, размазывать круговыми движениями и закрашивать. Они не должны быть идеально белыми, поэтому наносим на пальчик совсем чуть-чуть темной и желто-зеленой пастели. И немножко проходимся пальчиками, можно даже перетереть, так, чтобы все это окрасилось. Совсем чуть-чуть, то есть мы не сильно окрашиваем, а немножко придаем оттенок, скажем так. Это обязательно нужно, потому что внутри прожилочки они такого желто-зеленого цвета. Не совсем белые, а вот с такими вот оттеночками. Пока сохнет второй слой лака, наша задача приготовить еще прожилок белых. Поэтому берите все оставшиеся кусочки фоамирана, прикладывайте на утюг аккуратно в течение нескольких секунд и вытягиваем. Вытягиваем. Можно на полосочки разделить, которые мы будем уже вклеивать в наш гранат. Маленькие белые прожилки. Там, где уже порвано хорошо, где ровная поверхность, старайтесь делать ее неровной. То есть вот такие вот должны быть неровные края, как у настоящих прожилок. Поэтому со всех сторон тихонечко отдирайте. Это будут у нас заготовки, которые мы потом вклеим между ягодками. Вот такие разные пускай они будут. Ничего не выкидывайте. Нам все это может пригодиться. Далее, когда мы окрашивали, у нас лак уже высох, и мы размазывали кистью и так далее. То есть лак потерял свой блеск. Для этого я просила вас приготовить прозрачный лак или можно акриловый сверху, для того, чтобы они лучше сияли. Поехали. Окрашиваем. Они сразу меняются. Тут где-то, допустим, пальчики остались, когда я формировала наши заготовочки, наши ягодки. Поэтому, если мы пройдемся лаком, то все эти повреждения исчезнут, а ягодки приобретут блеск натуральный. Будет очень красиво. Подкрашиваем сверху прозрачным лаком. Далее проделываем отверстие небольшое в самом центре. Аккуратно, не деформируйте ничего. Так, наносим клей на тычинки и вклеиваем в отверстие. Аккуратно, таким образом, чтобы тычинки не были слишком длинные, а были нужного нам размера. Аккуратно, если есть излишки клея, их нужно тоже убрать, спрятать. Вот, и хорошенько распушить наши тычинки. Аккуратненько. Ну, вот так уже хорошо. Далее наносим на пальчик эту же коричневую пастель, у нас номер 237.
И с внутренней части подкрашиваем коронку полностью. Можно и пастелью, и пальчиками, кому как удобно. Перетираем и подкрашиваем всю внутреннюю часть нашей коронки. Можно добавить желтый, чтобы она была разных оттеночков. Главное, чтобы все это прокрасилось. Вот такой желтенький цвет. Здесь у меня есть заломы на белом фоамиране, поэтому окрашивается плохо. Нужно приложить больше усилий. Главное всю внутреннюю часть окрасить желто-коричневым цветом. Вот так. Аккуратно. Пролазим во все места. Везде. Прокрашиваем. Берем масляную пастель, наносим ее на пальчики обильно. И начинаем перетирать для того, чтобы наши тычинки окрасились в желтый цвет. Хорошенько перетираем. Так. Теперь берем пастель коричневого цвета и аккуратненько втыкаем весь наш пучок таким образом, чтобы поверхность их стала более темной, коричневой. Вот такая красота. Далее прикладываем к коронке. Ну, здесь у нас примерно 2-3 сантиметра в длину, поэтому подрезаем. Нижнюю часть тоже срезаем там, где много клея. Так, аккуратненько. Еще не высохло. Так. И теперь берем масляную пастель. Берем леску, наматываем ее на 2 пальца. У меня вот небольшой кусочек я взяла на глаз. Делаем так, чтобы у нас была очень такая пышная копна наших тычинок. Итак, вот у меня уже довольно пышненько. И сейчас я еще это все соединю. Держим аккуратно, прорезаем. Угу. Далее нам надо будет соединить все это с помощью клеевого пистолета. Поэтому разрезаем нижнюю часть. Собираем в пучок, довольно пушисто. И склеиваем на задней части с помощью клеевого пистолета. Если у вас будут такие же затеки, как у меня, ничего страшного, мы потом это исправим. Пока лак сохнет, давайте перейдем к тычинкам, которые располагаются здесь на коронке. Вот так я обклеила полностью весь край. И теперь прохожусь еще раз пастелькой нашей светло-зелененькой, светло-желтенькой по краю, для того, чтобы сравнять цвет и придать оттенок. В общем-то все, наш гранат готов. Вот такой настоящий он получился. Можно уже кушать. Ну, последние штрихи. Нам надо будет вклеить центровую прожилку. Я наношу клей в центр хорошенечко. Теперь прикладываю аккуратненько. Прикладываем. Далее можно взять ножницы или еще что-то, ну, может быть, у вас зубочистки есть. И начинаем протыкивать аккуратно, так, чтобы прожилки попадали в места, ну, вот здесь вот между нашими ягодками. Можно так протыкнуть аккуратненько.
Там, где клея нет, добавляем сюда. Сразу убираем ниточки клея, чтобы было красиво. И протыкиваем остатки нашей прожилки. Я тут вот до конца доведу, тоже клей нанесу. Под воздействием горячего клея фоамиран снова становится подвижным. Его можно в разные стороны подтягивать. Здесь тоже центровую прожилочку я еще подклею. И постараюсь вот здесь вот протыкнуть везде. Вот так. Можете поправлять, корректировать, как вам больше нравится. Так, здесь у меня, помните, было пространство, где нет ягодок. Я туда тоже хочу добавить вот такой кусочек нашей прожилки. Еще немножко поправлю. Были края более ободранными. И сюда наношу клей, внутреннюю часть. Начинаю добавлять вот так. Сюда. Ай! Горячий клей. Аккуратней надо быть. О, выбираем прожилки быстро. Убираем все эти ниточки, иначе они прилипнут, и их будет видно, будет некрасиво. Так, все, протыкиваем. Все это пространство. Ну вот видите, когда мы проткнули все, когда фоамиран начинает ежиться под воздействием клея, очень сильно напоминает такую вот прожилочку нашего граната. Ну, далее вы можете еще куда-нибудь добавить, для того, чтобы было реалистичнее. Вот у нас вот эти желтые кусочки, помните, мы делали? Ну, например, я не знаю, вот сюда вот я хочу еще добавить. Просто капаю клей. Выбираете место хаотично, где вам больше нравится. И протыкиваете туда эти маленькие полоски фоамирана. Мы их окрашивали светло-желтой пастелью, помните, да? Чтобы они были не идеально желтенькими. И вот так протыкиваем. Добавляем клей при необходимости. Сюда еще капну маленькую капельку. Вот так. Видите, фоамиран уже сразу сам изгибается под воздействием горячего клея. И получается очень реалистично. Ну, можно еще куда-то добавить. Здесь уже на ваше усмотрение. Самое главное, наша задача сейчас перекрыть все неровности по краям. То есть вот здесь. Я сейчас наношу клей. Просто вот здесь вот по всему краю. И беру тоненькие полосочки фоамирана. И начинаю их протыкивать между ягодками. Вот здесь везде. И вклеивать их на край. Потому что мы, во-первых, край заморали. Ну, во-вторых, здесь сбоку у нас тоже очень много прожилок у настоящего граната. Поэтому это помогает и реалистичности добавить, ну и перекрыть все наши неровности. То есть теперь добавляем везде по кругу наши маленькие кусочки. Аккуратно. Добавляю клей. Просто протыкиваем. Не забывайте ниточки убирать, потому что они постоянно появляются. Они все портят. Ну и мое самое любимое, это магия, как вы знаете, я всегда так говорю. Это нанесение лака, который позволяет произвести полный градиент. То есть все цвета начинают перемешиваться под воздействием лака. То есть вы ведете лаком так, как вам надо, и все цвета очень хорошо перемешиваются и становятся однородными. Очень красиво получается с помощью лака. Наносим по всей поверхности. Там, где у нас есть вот такие вот места не прокрашенные, просто берем лак с этой же краской, да, и лак хорошо туда затекает и все прокрашивает. Больше такой проблемы нет. Я же говорю, это просто какая-то магия. Все, я думаю, вы уже поняли, как окрашивать лаком.
и делать прекрасный градиент. С помощью лака обратите внимание, какой красивый градиент, нет никаких четких переходов, и гранат смотрится очень органично.